Народ, всем привет! В этом видео мы продолжаем рубрику «Переделка старых картинок». Одна из моих любимых рубрик, и давненько мы ничего не записывали по этому поводу, да? Как-то на предыдущих видео мне писали, что есть еще один какой-то блогер, который в такой же футболочке записывал видосики по нейронкам, вот как у меня, да? Но в этой рубрике никого с такой футболочкой не будет. Почему? Потому что она недоступна, потому что абсолютно недоступна для различных рандомных челиков. Итак, на этот раз я взял вот такую свою картинку, и она у нас датируется 2009 годом. Очень-очень старый арт. Возможно, тогда еще мы сидели на квадратных мониторах с соотношением 4:3. И тогда не требовалась детализация, которая нужна сейчас для мониторов с более широким разрешением. Короче, это у нас фанарт по Mortal Kombat, Raiden и одна из локаций, да, которая была в первой части игры. Примерно вот это, с такой вот статуей с большой головой. Ну, это было еще в раннюю эпоху, когда, видите, вся игра вмещалась где-то на 200 с лишним пикселей по ширине. Что я здесь вижу? Я вижу, что нужно абсолютно все переделывать, но картинку можно оставить похожей. Здесь у нас по композиции не совсем все правильно, то есть вот эта вот статуя занимает слишком большой объем, конкурирует с основным объектом. С этим, конечно же, нужно разобраться. Дальше по тону, по цвету тоже все переделывать. Ну и, собственно, вид основной фигуры мне также не нравится. Также сейчас это все будем замазывать. Такой Рейден мне сейчас совершенно не нужен. Переделку я начинал вот с такого вот наброска, каким я хочу видеть позу основного героя. Здесь, видите, она такая более портретная, с минимумом перспективных сокращений, как будто ее рисовал какой-нибудь, не знаю, выпускник художественного вуза. Стойка дубовая, нету пластики. Сейчас мы ее будем добавлять. Итак, в первую очередь я просто сверху встраиваю вот этот вот свой скетч, делаю базовый подмалевок, позиционируем эту фигуру корректно, замазываем чуть-чуть фон, потому что полностью нужно все заново грунтовать. Руки мы тоже чуть-чуть меняем, их расположение, да? Корректируем и накидываем базовую светотень. Она уже есть у нас здесь на картинке, поэтому я делаю как есть. Второй этап. Сосредотачиваюсь на грунтовке заднего плана. Полностью закрашиваю героя, который здесь был, он нам уже не понадобится. На месте главного героя, который занимает какой-то определенный объем, можно особо ничего не прорабатывать, да, потому что там будет новая фигура. На этом можно сэкономить время. Я накидываю эти места основными крупными мазками, которые должны соответствовать по тону, потому что все равно нужна будет проверка цельности, чтобы все подходило друг к другу, чтобы не ломалась перспектива и так далее. Третье. После того, как я определил задний план, я включаю слой с основной фигурой для того, чтобы на начальном этапе согласовать передний и задний план. Согласовать надо и перспективу, и тон, и цвет. Помним принцип от общего к частному, и здесь мы работаем с общим планом, как с фундаментом для дальнейшей работы с картинкой. Делаю некоторые изменения по перспективе, вношу корректировки по позе, определяю, какие тона подойдут на свету, какие в полутени и, собственно, в тени. Также я прикидываю, как будет выглядеть вот этот основной спецэффект с молниями, да? Потому что он яркий, он занимает определенный объем на картинке, а значит отвлекает на себя какую-то часть тона. Для контроля цельности это, конечно, необходимо сделать обязательно. Меняю также несколько раз расположение рук для того, чтобы они соответствовали основному действию фигуры. Четвертый этап. После того, как этап согласования завершен, я возвращаюсь обратно ко второму плану. Здесь уже можно делать работу над деталями от их общего представления до финальной проработки. Я продолжаю корректировать тона, перспективу некоторых объектов. И в конце включаю пару раз фигуру основную для того, чтобы проверить, не вылезло ли что-то за рамки предыдущего этапа, да, этапа согласования, чтобы все соответствовало основной задумке. Пятый этап. Я обратно включаю основную фигуру и начинаю работать с ней. Здесь детали более важны, чем на втором плане. Если сзади можно, например, добавить какой-нибудь булыжник рандомной формы, абсолютно, да, то тут деталям нужно уделить больше внимания, чтобы они были правильные, чтобы были правильные складки на одежде, чтобы были правильные руки, лицо и так далее. Детали у нас должны соответствовать и материалу, и вообще не вываливаться из общей концепции. В общем, этот пятый этап наибольшего внимания проработки в деталях. Шестой этап. Здесь мы контролируем и детали, и общий план, все вместе. Работаем вот над этими
эффектами, эффект с молнией. Здесь у нас корректировка и баланса белого, и где-то нужно добавить контраст, чуть-чуть некоторые затемнения сделать. И в этом мне, кстати, помогает экшен, про который я рассказывал в Телеграме. Я его назвал квалификатор, по аналогии с функцией, которая есть в DaVinci Resolve в видеоредакторе. Там можно задавать конкретный диапазон тона, над которым производится множество различных действий. Да? Здесь вот у меня некоторый аналог, то есть создается 5 слоев. Для каждого слоя отведена некоторая зона тонового диапазона. Видите, здесь самые темные тени, светлые тени, полутени и так далее. И это очень удобно вот для финальной проработки, когда можно взять что-то конкретное и, например, там в полутенях вносить необходимые изменения, не трогая остальные части картинки. Для уравновешивания композиции я здесь добавляю вот булыжнички внизу, которые необходимо, там очень пустое место, не нужно так оставлять композицию. Дальше делаем некоторые другие корректировки. Я умудряюсь на этом этапе также немножко корректировать опять перспективу, потому что контроль общего частного нужно проводить желательно вообще на любом этапе, в любое время работы над картинкой. Это то, что умеют делать профессиональные художники, то, что отличает их от дилетантов. Ну и по итогу мы получаем вот такое вот преобразование, да? Еще раз. Вот это вот было. Я менял фигуру, тон, композицию и цвет. И вот так вот это стало. На сегодняшнем этапе моего развития навыков эта картинка выглядит вот так вот. Может быть, через какое-то время я еще раз ее переделаю. Но пока такой вариант меня более устраивает, чем тот, который был в далеком 2009. На этом все. Вот эта корректировка закончена, но будут также и другие. Поэтому благодарю всех, кто ставит лайки и подписывается. Всем удачи, до новых видео и всем покедова.